Полундра, ребята, в преддверии выхода юбилейного переиздания легендарного альбома Метеора моей самой любимой группы Linkin Park представляю вашему вниманию разбор композиции The Messenger, а именно партии гитары и вокала, который я, конечно же, переложил на губную гармонику. Уверен, что мало у кого Linkin Park ассоциируется с губной гармошкой, особенно если брать в расчет их раннее творчество, например, песни с того же альбома Метеора. Но на самом деле творчество группы довольно-таки разнообразно, и акустическая баллада The Messenger тому подтверждение. Партия ныне покойного фронтмена группы Честера Беннингтона отлично легла на губную гармошку. Но начнем разбор мы с партии гитары. Поэтому, если вы пришли сюда только за карманным органом, то смотрите вот с этого времени, которое сейчас указано на экране. Итак, играется партия в стандартном строе, тональности соль, гармония. Представляет из себя следующую последовательность аккордов. Тоника, аккорд соль, ре, аккорд ми минор 7 и аккорд до 9. Как видите, ничего сверхъестественного, аппликатура аккордов похожа, и вы наверняка заметили, что во всех аккордах на третьем ладу прижата нота ре. Эта нота является остенатой. Она достраивает аккорды ми минор и до, делая их более интересными, да и вообще делает последовательность аккордов вкусной, несмотря на простоту. Именно поэтому аккорд соль берется именно таким образом, а не, например, с открытой второй струной, которая дает ноту си, потому что в противном случае нота ре будет там отсутствовать, и мы потеряем вот эту вот особенность песни. Также прошу обратить внимание, что вторая половина квадрата имеет немного другую последовательность. Так, если первую мы играем соль, ре, ми минор 7 до 9, каждый аккорд занимает по одному такту, то вторая половина состоит из соль, ре, до 9 и еще раз до 9. То есть до 9 держится на протяжении аж двух тактов. Переходим к бою. Размер 4/4. Считаем 1, 2, 3, 4. На 1, то есть раз, приходится удар вниз. По длительности это половинная нота, поэтому 2 пропускаем, на 3 играем четвертными вниз-вверх, вниз-вверх. Получается так. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Когда я буду играть эту композицию целиком, то я буду местами делать паузы, местами просто вешать аккорды, добавляя немного разнообразия. В целом, ничего сверхъестественного, сила этой композиции, я считаю, в простоте, поэтому вы можете играть точно так же, как я, вы можете постоянно вести этот бой, а можете придумать что-то свое. Переходим к губной гармошке. Я буду играть на диатонической гармонике в ключе ре в 12 позиции. Если не знаете, что такое позиции, то посмотрите видео по подсказке выше. Сразу возникает вопрос, почему бы не сыграть во второй позиции в ключе С, он же до, и в первой в ключе G, она же соль. Ну, во-первых, потому что на этой гармошке я могу сыграть композицию без бендов. Во-вторых, потому что так, на мой взгляд, интереснее получается. И в-третьих, вы узнаете ближе к концу видео. Так или иначе, табы для гармошек в ключе С и G под видео в описании. Далее гармоника в нестандартном строе, а именно в строе падди плюс пониженная нота на 7-м вдохе. Это значит, что вместо ноты ля на выдохе на 3-м отверстии будет нота си, а вместо ноты ре бемоль на вдохе на 7-м отверстии будет нота до. Если у вас гармоника в стандартном рихтеровском строе, то просто замените это
на это и это на вот это. Разумеется, табы будут как оригинальные, так и исправные под этим видео. И перед тем, как мы начнем играть, пару слов про обозначения. В общем-то, они стандартные, но мало ли. Цифра – это номер отверстия на губной гармошке. Просто цифра – это выдох, цифра в скобках – это вдох. Две цифры рядом – это интервал. Нужно два отверстия на выдох сыграть одновременно. Две цифры в скобках рядом, без пробела – это то же самое, только на вдох. Звездочка – это овербенд. Кавычка – бенд на полтона. Двойная кавычка – бенд на тон. Это все. Свистать всех наверх. Мы начинаем. Linkin Park The Messenger. Особенность вот этой коды заключается в том, что сыграть ее вот именно в таком виде можно только в этом ключе. Поэтому для других ключей в описании табы вот именно в конце, в последней части будут несколько изменены. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Возможно, вы хотите, чтобы я разобрал в таком варианте гитара и губная гармошка другие песни. Дайте знать. Также напоминаю про альбом Infinity Years моего проекта Max Navel. Послушайте, там много разных и интересных губных гармоник. Ссылки в описании. А еще в описании можете найти контакты, по которым можно связаться со мной, если захотите взять онлайн-урок игры на хроматической гармошке. Первый урок бесплатно. Обращайтесь. А на этом все. Опустить якорь. Пока.